Присутствовать значит чувствовать, смотреть и слушать. Сейчас вы находитесь в теле, вы чувствуете конфигурацию ощущений в руках и ногах, вы также слушаете, активно слушаете звуки, которые возникают от мгновения к мгновению, в том числе и мой голос. Вы активно смотрите на различные предметы, вбираете их в себя, как любопытные дети. Воспринимаете все умом начинающего, как будто видите эти вещи впервые в жизни. Вы выполняете спокойное, но очень мощное упражнение на внимательность — чувствование, видение, слышание. Это то, что Гурджиев называл самовоспоминанием. Это способ сознательно присутствовать в данном моменте. Первое. Используя кинестетические ощущения. Второе. Действительно прислушиваясь. Третье. Глядя на вещи. А также четвертое. Прилагая одновременно небольшое усилие воли, необходимое для того, чтобы произвольно разделить внимание. Четвертый пункт очень важен. Вы не должны давать своему вниманию полностью погрузиться в слушание или созерцание. Вы поддерживаете его разделенным на части, в какой-то мере соприкасающимся с телесными ощущениями, с руками и ногами, а в какой-то с активным смотрением и активным слушанием. Чувствовать, видеть, слышать — значит присутствовать. Если вдруг обнаружите, что задумались над чем-то и поглощены этими мыслями, то, как и в формальной медитации, просто вернитесь к упражнению. Затем, ни в чем себя не виня, прямо переходите к смотрению, слушанию и ощущению рук и ног. Вы проделали утреннее или запускающее упражнение. Сейчас мы занимаемся основной практикой гурджиевской работы — чувствованием, видением, слышанием. Вы активно, хотя и без напряжения, присутствуете в окружающем вас мире. Детали этого мира, разумеется, меняются от мгновения к мгновению. Иногда подобное занятие может показаться просто скучным сидением. Но это до тех пор, пока вы не присмотритесь пристальнее и не станете более внимательными. Не хочет ли кто-нибудь поделиться тем, как это действует на его сознание? Первоначальный опыт чувствования, видения и слышания. Я очень напрягалась и беспокоился перед тем, как мы начали упражнение. Я часто бываю в таком состоянии, но сейчас я не знаю, куда девалась моя тревога. Вы потеряли свою тревогу. Прошу прощения. Может быть, вы найдете ее где-нибудь еще? Трудно одновременно тревожиться и обращать внимание на реальный мир вокруг себя. Это хорошо. Я начала осознавать, что каким-то образом мне нравится включаться в мысли и эмоции. Хороший результат. Мне нравится входить в сильные эмоции, но в этом упражнении мне показалось, что такое вхождение будет чем-то вроде действительно измененного состояния сознания, временами очень сильным. Будет? Нет, кажется, есть. Хорошо. Я люблю описание в настоящем. Если мы будем больше говорить, находясь в настоящем, и о том, что мы переживаем в настоящем, просто удивительно, насколько больше мы будем в нем оставаться. Каким образом выполнение этого упражнения оказывается измененным состоянием сознания? Это как бы баланс, равновесие. Для меня это очень редкое состояние. Да, это может быть одним из его качеств. Я стараюсь побудить вас обнаружить в себе качества, возникающие в результате упражнения. Я не хочу программировать искусственные переживания, и мне не хотелось бы, чтобы чувствование, видение и слышание выродилось в какую-то квазигипнотическую технику. Это метод открывания в себе нового, а также метод пребывания в настоящем. Что еще вы заметили? Я чувствовала нечто вроде, я бы сказала, нетерпения, нечто вроде отталкивания от каждого из этих трех миров. Не то чтобы нетерпение, для этого не было места, потому что напряжение ушло. Это нечто спокойное, колокол звонит, своего рода пробужденность, и в ней есть нечто волнующее. Да, это волнующе. Быть живым. Но это спокойное волнение. Да, это спокойное волнение. Подобная практика не ведет к истерии, но в ней есть собственное эмоциональное качество. Что еще вы заметили? Когда мы начали упражнение, и я стала сосредотачиваться на различных частях тела, я почувствовала жажду. У меня появилась мысль, что мне необходимо утолить жажду, привести себя в комфортное состояние. Затем я подумала, что, может быть, мне просто показалось, будто мне нужна вода или что-то вроде этого, и я концентрировалась на ощущениях в горле и во рту.
Так я перемещалась между этими ощущениями и сосредоточением на тех частях тела, с которыми мы работали. Мне стало ясно, что нет необходимости утолять жажду. Я мог просто наблюдать ее. Власть отождествления. Это хорошая возможность показать вам еще одно упражнение. Обычно я не даю их одновременно, так что это будет небольшой эксперимент. Продолжайте чувствовать, видеть, слышать в течение этого упражнения. Сядьте или встаньте так, чтобы вам было видно этот стаканчик. Ставит на пол бумажный стаканчик для кофе. Отождествление – один из важнейших психологических процессов. Это процесс отдачи чему-то нашей сущности, нашей энергии, силы. Чтобы показать, как быстро все происходит, я попрошу вас отождествиться с этим стаканчиком. Посмотрите на него и почувствуйте его частью себя. Просто уберите барьеры между собой и стаканчиком, дайте своей энергии перетечь в него, дайте своему уму вытечь в него. Внезапно наступает на стаканчик, сминая его. Почувствовал ли кто-нибудь какую-нибудь боль? Многие поднимают руки. Хорошо. Вы кое-чему научились ценой небольшой боли на мгновение. Нам невероятно легко отдать свою психологическую энергию. Бывало, что люди громко вскрикивали и вскакивали, когда я давал это упражнение. Представляете себе? Это всего лишь смешное маленькое упражнение. Стаканчик не представляет собой ничего особенного, вроде, например, подарка от любимой на день рождения. Мы не осуществляли длительной гипнотической индукции или какой-то медитации. Я всего лишь около 30 секунд предлагал вам отождествиться со стаканчиком, и все. И тем не менее, многие из вас почувствовали боль, когда я внезапно раздавил его. Вы страдали. Вы отождествились. Процесс психологического отождествления может начинаться и заканчиваться почти мгновенно. Он дает значительную власть тому, с чем вы отождествляетесь. Отождествиться можно с чем угодно. Если это несложное упражнение было столь ярким, представьте себе, если бы мы стояли около вашей машины, и у меня в руке был бы молоток, я ударил бы вашу машину. Или ваше замечательное что-нибудь еще. Самое худшее в отождествлении – то, что обычно это бессознательный и непроизвольный процесс. Наши связи с вещами установлены нашей историей и культурным программированием, так что мы отождествляемся с ними автоматически. Например, некоторые люди отождествляются со своей одеждой. Если кто-нибудь скажет, что видел на днях такой же свитер в магазине подержанной одежды, вам может стать весьма неприятно, хотя это совершенно мифическая конструкция. Вы отождествляетесь с чем-то, что на самом деле не есть вы. И когда с тем, с чем вы отождествились, что-то происходит, вы страдаете.